Друзья, хорошая новость. Я на сайт загрузил все работы, которые хочу вам показать. Это натюрморты, причем и малых форматов, пейзажи и средних, и малых форматов. И малые форматы, кстати, они довольно-таки бюджетного характера. Так что, если что-то понравилось, обращайтесь. Я буду очень рад, если мои работы найдут новое место жительства. И вышлю в любую точку мира. Есть фигуративные работы, портретные работы, есть графические работы, и темперой, и акварелью, и карандашом. Посмотрите. На сайте есть кнопочка «Ближайшие мастер-классы». И там есть история в фото и в отзывах прошедших классов, и ближайшие новые, где есть кнопочка «Прямо записаться». Так что я это увижу, и мы с вами свяжемся, добавлю вас в группу. Ну и есть меню «Школа живописи». Так что заходите в него, там скидки 10% на все видеоуроки. В конце покажу анонс. Серж Тундра: Вячеслав, вы с замедлителем высыхания работаете темперой? Кладете мазки не спеша, будто маслом? Я пробовал поработать акрилом. Так воды уходило больше, чем для акварели, так как кисть отмывать тут же надо, чтобы не засохло после нескольких мазков по холсту. Ну, я акрилом как-то не завязалось, не зашло новое слово писать. А темперой работаю. Ну, есть же опрыскиватель для жучков. Вот это, парикмахерский такой, пульверизатор. И им нужно пульверизировать эту штуку. Ну, не так они быстро сохнут. Может быть, у вас слишком жарко. Батареи надо выключить. Сейчас солнышко, я уже пошел, выключил. И хорошо. Но они так хорошо сделаны, темперные краски, что прыскаешь, не прыскаешь. Ну, чуть-чуть, если даже замораживается. Вот, например, акрил, когда застывает, уже пленка, все, смерть. Молотком нужно только, отбойным. А здесь нет, нормально. Попшикал, попульверизировал, и все, нормально, опять можно работать. Как акварель. Мне нравится. Проблем не испытываю и никаким замедлителем высыхания не работаю. Нет никакого в этом смысла. Ну, впрочем, замедляйте, если это актуально, если сохнет сразу. Все как на сковородке, конечно, нужно замедлять. Специи добавить. Татьяна Юркевич. Однажды моя знакомая латышка, окончившая Академию художеств в Риге, сказала, что сейчас художники пишут так, что рядом надо ставить человека специального, да? А можно это самое аудио записать, чтобы он просто говорил. Да, ну так что, объясняющего, что художник хотел выразить. Или телевизор поставить, чтобы он тоже видеоролик записать, и пусть он рассказывает в наушниках, чтобы никому не мешать. Своей картиной выразить. Я задумалась, может, некоторые художники пишут только для себя. Ну, а как вы думаете, вот музыкант сочиняет музыку, например, Шульберт или Шостакович, например. Вот для кого? Чтобы поразить, да? А поэт, например, Пушкин. Я помню «Чудное мгновение». Чтобы поразить, что ли? Он в этот момент поражался сам, что передо мной, перед ним явилась ты, она, как мимолетное видение, вот это все, чистоты. Но он этой чистотой кристальной поражался. То есть это поражение его внутреннее срезонировало в том, кто эти строчки потом читал в первый раз. Конечно, для себя художник пишет. Есть такие, наверное, для которых миссия, нести миссию, искусство в массы и все такое. Ну, это какая-то, мне кажется, странность. Все, что связано с миссией, это какое-то недоумение у меня вызывает. С собой бы разобраться, а тут уже эти все миссии приводят вон к чему, что на дворе творится. Музыкант, композитор сочиняет джаз. Вы думаете, что у него маячит там слушатели? Да нет никого. Он не может остановиться, у него льется и льется этот поток счастья. А кто-то потом уже резонирует. Кто-то потом нашел возможность это записать на бобину, на ленту вот это. Потом слушают люди и аплодируют. Потом
Сначала он пишет для себя. Ну, потому что не может этого не делать. Потому что испытывает счастье, восторг, радость. Если этого нет, ну а чего тогда делать? Вымучивать только для того, чтобы заработать. А это будет видно, сразу все увидят. Аудитории мало, надо ее добрать. Как вариант, через Unify привлекают живую аудиторию. Я не знаю, что такое Unify. Посмотрел в интернете, что-то мне... Он ничего не сказал доброго. Ну, хорошо, вы лайки-то ставьте, вот и будем набирать аудиторию. А если какие-то специальные Unify делать, ну, расскажите поподробнее, напишите мне. Сделаем, чего уж там. Лайк, комментарий, развивается канал благодаря этому. Сейчас нужно делать, если нравится. Хотя бы какую-то закорючку. Крестик. И нормально. Александр Ферран. Всегда забавно, когда пытаются научить творчеству. Художник все равно не сможет объяснить, потому что сам не знает, откуда его умение и видение. Это или есть, или нет. Когда люди, а как оно вот вдруг появилось, есть или нет? Ну, умел я рисовать раньше, например, там машинки, конечно же, гитары. Но машинок было больше. Ну и что? Ну, все так рисуют. Ну, мальчик тоже в классе рисовал. Но не все становятся художниками. Но художником нужно стать. Это большой труд. Умение просто рисовать чего-то, это еще не есть или нет. Это скорее почти нет. А вот чтобы это было есть, это нужно поработать. Нужно иметь страсть, чтобы это развивать. Ты понимаешь внутри, что ты будешь художником. Будешь. Не есть, а будешь. А чтобы им быть, ты приходишь в этот институт и видишь на стенах, какие шедевры рисунки висят или живописи. Понимаешь, что для того, чтобы так сделать, как минимум, ну, нужно годы и годы труда. А чтобы сделать еще и не так, а как-то совсем по-своему, то еще годы и годы труда. Ну ладно, я еще не дочитал, Александр Ферран. Когда люди без способностей мучительно пытаются выпросить рецепты, это всегда без толку. Этому не научить, можно только отточить то, что от природы дано. От природы дано вот чуть-чуть, мизинчик. А для того, чтобы отточить, выстроить, это нужно заниматься. Чем мы и занимаемся на живых классах. В июле 1 состоится, записывайтесь, есть еще места. И на уроках видео, которые я записываю, как я пишу и рассказываю подробно. Вы уже знаете. К каждому уроку есть анонс. Я после видео вам что-нибудь покажу. Ребята, мы запускаем антикризисную, такую поддерживающую акцию 25% на 3 урока фундаментальных, базовых, основных. Это основы целостного видения в пейзаже, композиция в пейзаже и перспектива в пейзаже. Это основа, на которой строится видение художника. Как из всего, что вокруг, извлечь композицию и найти решение, творческое решение. На многочисленных примерах во всех 3 уроках мы разбираем основы художественного видения. Стиль, в котором вы работаете, не имеет значения, вы останетесь при нем, при своем стиле, при своих интересах, приоритетах. Но на этом фундаменте, прочном фундаменте, вы сможете построить любой красоты и дизайна здания, свое здание, рисунка, живописи, композиции. Это пакетное предложение, минус 25%. На все остальные уроки скидка 10%. Сейчас я записываю такие видеоуроки из серии «Простые вещи». Вот первый урок уже появился, он под номером 18. Клубника. Ну, клубника на тарелочке, вот просто все. Очень немного пятен, но их нужно разложить, понять, как это устроено, из чего. Так что обратите внимание на этот урок. Все видно, видна палитра, как делаются замесы, виден мотив, который я пишу, и как пишу. Вот и с рассказами, с объяснениями. Очень рекомендую.
односложная это самая ткань, поэтому ничего тут не надо выдумывать, выпендриваться. Будем только в клубнике. Сейчас главное заложить точные отношения. Вообще выпендриваться нужно там, где, в главном. Немножко просто сделаем по фактурнее, что ли. Ну вот как-то может быть так. И он поплотнее немного будет, я думаю, уместнее. Если нам не хватит белил еще